Удар по турецкому гражданскому судну в порту Одессы стал событием, которое выходит далеко за рамки очередного эпизода войны в Черном море. Российская ракета поразила судно турецкой паромной компании «Ценк Шиппинг РО-РО», занимавшейся перевозкой грузовых автомобилей и прицепов. Судя по опубликованным кадрам, корабль был загружен фурами, а сам момент удара зафиксирован во время атаки ударного беспилотника «Камикадзе». Фактически речь идет о поражении иностранного коммерческого судна в украинском порту, что автоматически переводит инцидент из военной плоскости в зону международной политики, морского права и дипломатических последствий. Ключевая деталь заключается в том, что атака произошла 12 декабря, в день, когда в Ашхабаде проходил Международный форум мира и доверия, и именно там состоялась встреча президентов России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган общались около 40 минут, обсуждая широкий спектр тем – от украинского конфликта до ситуации в Закавказье, Сирии и Палестине и хода строительства атомной электростанции Акую. Турецкий лидер публично подчеркнул поддержку мирных инициатив и отдельно заявил, что Черное море не должно превращаться в арену противостояния, поскольку безопасность судоходства выгодна всем сторонам без исключения. На этом фоне особенно контрастно прозвучало предложение Эрдогана рассмотреть возможность ограниченного режима прекращения огня прежде всего в отношении энергетической и портовой инфраструктуры. Турция, по сути, предлагала минимальный компромисс – мораторий на удары по объектам, от которых зависит международная торговля и транзит. Именно в этот момент российская атака поражает турецкое судно в украинском порту, что выглядит не просто как военный эпизод, а как политический диссонанс, если не прямое противоречие дипломатическим заявлениям. Дополнительный оттенок абсурдности ситуации придал эпизод с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который более 40 минут ожидал встречи с Владимиром Путиным и в итоге без приглашения вошел в зал, где уже шли переговоры с Эрдоганом. Этот момент, хоть и выглядит почти анекдотично, хорошо иллюстрирует перегруженность дипломатической сцены и попытку Москвы одновременно удерживать множество направлений, не выстраивая четкой иерархии приоритетов. Украинская сторона отреагировала оперативно. Владимир Зеленский заявил, что в результате российского удара загорелось гражданское судно в порту Черноморск. И здесь неизбежно всплыла недавняя риторика Кремля. Всего неделей ранее, комментируя атаки украинских морских дронов на турецкие суда, российские официальные лица говорили о пиратстве и подчеркивали необходимость уважения суверенитета Турции. Теперь же ситуация зеркальная, но с противоположным знаком. Россия наносит удар по турецкому судну, находящемуся в украинском порту, то есть на территории другого суверенного государства. МИД Турции занял внешне сдержанную, но показательно принципиальную позицию. Анкара призвала и Россию, и Украину прекратить эскалацию в Черном море, подчеркнув недопустимость угроз безопасности судоходства и атак на портовую и энергетическую инфраструктуру обеих сторон. В заявлении отдельно отмечалось, что экипаж и водители грузовиков эвакуированы, и граждане Турции не пострадали, что позволило избежать немедленного дипломатического кризиса. Однако уже через сутки ситуация получила продолжение. Вечером 13 декабря стало известно о втором ударе по турецкому судну. На этот раз речь шла о гражданском корабле «Вива», следовавшем в Египет с грузом подсолнечного масла по зерновому коридору. По данным ВМС ВСУ, российский ударный беспилотник целенаправленно атаковал судно в открытом море, в исключительной экономической зоне Украины, за пределами действия украинской ПВО. На борту находились 11 граждан Турции. Экипаж не пострадал, судно продолжило путь, но сам факт атаки в открытом море резко усилил правовой и политический резонанс. Украинские военные прямо заявили о грубом нарушении норм международного морского права и принципов свободы судоходства, ссылаясь в том числе на руководство Сан-Ремо. Таким образом, за двое суток произошло 2 удара по турецким гражданским судам, несмотря на призывы Анкары к деэскалации. Это ставит под сомнение не только эффективность турецкой дипломатии, но и логику российской политики в отношении Турции.
В экспертной среде все чаще звучит тезис о том, что стратегическая цель Анкары в Черном море заключается в постепенном вытеснении России, блокировании ее портов и принуждении Москвы либо пользоваться турецким флотом, либо выстраивать логистику под полным турецким контролем. Оба варианта дают Турции экономические и политические дивиденды. В этом контексте атаки украинских морских дронов на российские танкеры в турецкой экономической зоне выглядят как действия, которые вряд ли могли происходить без молчаливого согласия Анкары. Ответ России в виде ударов по турецким судам российские медиа пытаются представить как наказание Турции за проукраинскую позицию. Однако при более внимательном анализе этот шаг демонстрирует скорее ограниченность инструментов давления Москвы. Несмотря на миллиарды долларов, вложенные в турецкую экономику через скидки на газ и нефть, и десятки миллиардов, инвестированные в АЭС Акую, Россия так и не смогла превратить экономическое партнерство в политическое влияние. Москва не в состоянии заставить Анкару выйти из НАТО, прекратить поддержку Украины или признать Крым российским. За годы взаимодействия Кремль не сформировал в Турции устойчивые пророссийские элиты, не обзавелся серьезным лобби и не использовал курдский фактор как рычаг давления, в отличие от США. В результате российская политика в отношении Турции свелась к имитации давления, где реальные рычаги отсутствуют, а демонстративные шаги, подобные ударам по турецким судам, лишь усиливают недоверие и раздражение. Парадокс ситуации заключается в том, что такие действия не приближают Москву к стратегическим целям, а наоборот, подталкивают Анкару к еще более активной и самостоятельной игре в Черном море. На этом фоне показательно восприятие происходящего в Армении. В армянских новостных пабликах и общественном мнении Россия все чаще рассматривается как предатель, не оказавший поддержки в критические моменты войны с Азербайджаном. Многие армянские эксперты утверждают, что Москва пожертвовала Арменией ради торга с Турцией, но в итоге не добилась ни стратегического сближения с Анкарой, ни сохранения доверия Еревана. В глазах значительной части армянского общества Россия потеряла статус гаранта безопасности, не получив взамен устойчивого партнерства с Турцией. В совокупности удары по турецким судам в Черном море, совпавшие по времени с переговорами Путина и Эрдогана, выглядят не как продуманная стратегия, а как симптом системного кризиса российской региональной политики. Черное море все больше превращается в пространство, где дипломатические заявления расходятся с военными действиями, а попытки продемонстрировать силу лишь подчеркивают ограниченность реального влияния. Пишите свое мнение в комментариях. Нам важно видеть вашу позицию и читать ваши оценки происходящих событий. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые актуальные и важные новости со всего мира, а также подробную аналитику ключевых международных процессов. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых важных событий.